Коммерческие банки на днях возобновили выдачу кредитов белорусам, но одновременно всех шокировали процентные ставки по кредитам, которые в различных банках, в зависимости от срока предоставления кредита, варьируются от 24 даже до 45% в годовом исчислении. Почему процентные ставки по кредитам взлетели до таких астрономических значений? Ответ простой. У банков нет денег. Как известно, проценты по кредитам – основной источник доходов банков. Выдать кредит банк может из собственных средств, из привлеченных клиентских депозитов или из кредитов, взятых в других банках. Самым значительным по объему привлеченных средств методом являются кредиты Национального банка. Разумеется, чтобы получить доход, банк должен привлечь для себя финансы дешевле, чем одолжит их в виде кредита. Процент, под который Нацбанк выдает кредиты другим банкам, называется ставкой рефинансирования. Изменяя эту ставку, Национальный банк может влиять на стоимость кредитов и тем самым оказывать влияние на экономику, на ее рост или падение. В условиях турбулентности экономики и высоких инфляционных и девальвационных ожиданиях у банков появляется иной, быстрый и весьма заманчивый способ заработать. Взять дешевый кредит в Нацбанке и вместо того, чтобы выдать кредит дороже, закупить на все деньги валюту. В скором времени эту валюту можно будет выгодно продать, и вырученных денег хватит, чтобы вернуть кредит Национальному банку и получить доход. Банки спекулируют на том, что имеют доступ к дешевым кредитам Нацбанка, в отличие от других участников рынка. Именно по этой причине, чтобы предотвратить спекуляции, в феврале Центральный банк России поднял ставку до 20% годовых. Нацбанк Беларуси, в свою очередь, поднял ее только до 12%, но одновременно практически прекратил кредитование банков административным решением. Таким образом, сегодня ставка рефинансирования не имеет никакого значения. Кредиты Национального банка под 12% коммерческие банки получить не могут. В таких обстоятельствах для кредитования клиентов у банков остается только собственные средства и средства, которые они могли бы привлечь у зарубежных банков. Но внешние заимствования для них закрыты. Белорусские банки превращены в изгоев на международном рынке. Недавно так называемый премьер-министр Головченко посетовал: жалобы, которые раздаются о сужении потребительского кредитования, это продукт тех, кто настаивал на том, чтобы Беларусь не имела возможности заимствования на западном рынке. Но ситуация выравнивается. Режим продолжает делать вид, что санкции вводят потому, что на этом настаивают демократические силы, и отказывается признавать, но понимает, что это очевидные последствия убийств мирных белорусов, пыток, последних арестов лидеров независимых профсоюзов, массовых репрессий, захвата самолета, искусственно созданного миграционного кризиса на границе с Европейским Союзом и соучастия в агрессии против Украины. В таких условиях западные банки не предоставили бы кредит даже без санкций. Слишком высокий риск невозврата. И страхование такого кредита невозможно. В условиях, когда денег от Нацбанка нет, как нет их и от западных банков, остается только повышать ставки по депозитам, пытаясь привлечь средства от населения и других участников рынка. Взлетевшие процентные ставки по кредитам коммерческих банков отражают реальную картину стремительного обесценивания национальной валюты. И с каждым днем эту картину будет все сложнее скрывать за искусственным административным удерживанием курса. Этот метод ручного руководства экономикой, конечно же, бесперспективен и напоминает попытки удержать воду в решете. Среднесрочные последствия таких методов – дальнейшее разбалансирование экономики, долгосрочный крах административного метода управления и всей экономики страны.